Вы не поверите, сколько тайн скрыто от обычных людей. Я много лет работал в тени, помогая тем, кто даже не догадывался о моем существовании. Я видел то, что не могут зафиксировать камеры, слышал то, что нельзя записать на пленку. Меня приглашали туда, где официальные методы не работали. Вы, возможно, слышали о людях с необычными способностями, но редко кто задумывается, как эти способности могут быть использованы в реальной жизни. Моя история — это путь инженера-строителя, который открыл в себе дар экстрасенсорики и оказался вовлеченным в мир, где наука и паранормальные явления пересекаются. Говорил Владимир Сафонов. В рамках научных исследований Сафонов участвовал в экспериментах по передаче биоэнергии на расстояние. Целью было изучение возможности воздействия на физиологическое состояние человека без прямого контакта. Результаты показали, что такое воздействие возможно, что открывало новые горизонты в понимании человеческих возможностей. Исследование биополя и кирлианография. В Советском Союзе в 1970-х годах начался активный интерес к так называемому биополю, невидимому энергетическому полю, окружающему живые организмы. Несмотря на официальное отрицание подобных явлений академической наукой, эксперименты, связанные с этим феноменом, проводились под грифом секретности. Советские исследователи пытались объяснить, почему некоторые люди, включая экстрасенсов, могли оказывать влияние на других, не вступая в физический контакт. Владимир Сафонов стал одним из ключевых участников этих исследований. Его уникальные способности, подтвержденные в ходе множества опытов, вызвали интерес ученых, а позже сотрудников спецслужб. Что такое кирлианография и как она связана с экстрасенсорикой? Один из самых громких методов исследования биополя в СССР был связан с эффектом Кирлиана. Это способ фотографирования объектов в высокочастотном электрическом поле, позволяющий визуализировать их энергетическое свечение. Сафонов участвовал в таких экспериментах. Его снимки, сделанные методом Кирлиана, показали аномально сильное биополе, которое менялось в зависимости от его эмоционального состояния и концентрации. Как работали эксперименты с аурой? Эксперименты проводились в лабораториях при различных научных институтах. Участников помещали в затемненную комнату, их руки или кончики пальцев размещали на фотопластинах, а затем через них пропускали импульсы высокого напряжения. Обычные люди показывали слабое голубоватое свечение. Те, кто обладал экстрасенсорными способностями, имели мощные всплески энергии, ярко выраженные пятна и линии, которые не исчезали в течение нескольких минут. Когда Сафонов пытался мысленно воздействовать на объект, его аура начинала пульсировать. В некоторых случаях, когда он работал с пациентами на расстоянии, изменения в его энергетическом поле совпадали с изменениями в состоянии пациента. Это доказывало, что он каким-то образом передавал энергию на расстояние. В чем уникальность биополя экстрасенсов? Советские исследователи выяснили, что у людей с экстрасенсорными способностями биополе было в несколько раз сильнее, чем у обычных людей. Оно было более структурированным, не хаотичным, а упорядоченным, с четко выраженными контурами. Это могло объяснить, почему такие люди могли влиять на окружающих даже без физического контакта. Более того, эксперименты показали, что после сеансов Сафонова биополе пациентов становилось ярче. Они чувствовали себя лучше, головные боли исчезали, снижался уровень стресса. Однако, когда исследования стали приобретать более системный характер, власти решили, что их результаты не должны стать достоянием общественности. Почему исследования засекретили? Результаты опытов с экстрасенсами начали выходить за рамки научного объяснения. Советские власти опасались, что если существование биополя будет официально признано, это изменит всю систему взглядов на природу человека. Внутри КГБ начали рассматривать возможность использования экстрасенсов в разведывательной деятельности. Понимая, что контроль над сознанием и энергией — это инструмент, который может дать стратегическое преимущество, они засекретили исследования.
Сафонов продолжал свои опыты, но его наработки никогда не публиковались открыто. Все, что стало известно, это случайные утечки информации от ученых, которые работали с ним. Каковы были выводы самого Сафонова? По словам самого экстрасенса, он считал, что биополе — это доказательство того, что человек состоит не только из материи, но и из энергии. Он утверждал, что мысль, эмоции и намерения — это реальные силы, которые могут изменять окружающий мир, воздействовать на других людей и даже влиять на физическое здоровье. Но самое главное, он считал, что биополе — это часть сознания, и после смерти оно не исчезает, а просто переходит в другое состояние. Эти идеи шли вразрез с официальной наукой, но, судя по всему, некоторые ученые и сотрудники спецслужб их всерьез рассматривали. Все началось с одного случая. В середине 70-х годов к Сафонову обратились с фотографией человека, который бесследно исчез. Ему не сообщили никаких подробностей, просто спросили, что он может сказать о нем. Через несколько минут молчания он произнес: «Этот человек мертв. Его тело спрятано в реке, и его убил тот, кто казался ему другом». Следователи не поверили. Они были уверены, что исчезнувший мог просто скрыться. Но спустя 3 дня, когда водолазы прочесывали дно реки, они нашли именно там его останки. Этот случай стал поворотным в жизни Сафонова. Вскоре его вызвали на разговор и предложили сотрудничество. Теперь он не просто работал один, ему начали приносить десятки фотографий, а его предсказания фиксировали в отчетах. Почему КГБ обратился к экстрасенсам? В 60-х и 70-х годах спецслужбы США начали активно исследовать феномен паранормальных способностей. В рамках секретных программ ЦРУ проверяла людей, которые могли находить объекты на расстоянии и читать информацию без физических носителей. Советская разведка не могла отставать. КГБ начало собственные эксперименты с экстрасенсами, и один из них привел к сотрудничеству с Сафоновым. Ему давали задания, которые не поддавались классической логике. Например, ему показывали фотографию человека и спрашивали, где он сейчас. В данный момент он находится в Германии. Но он туда не уезжал по своей воле, его вывезли. Позже выяснялось, что этот человек был похищен и действительно тайно перевезен через границу. Как мог знать об этом Сафонов? Официального объяснения так и не было дано. Эксперименты с мысленным сканированием. Одна из задач, которая ставилась перед Сафоновым, заключалась в том, чтобы читать людей, с которыми он никогда не встречался. Эксперимент заключался в следующем: ему приносили фотографию неизвестного человека и просили описать его. В одном случае он подробно описал внешность человека, его привычки и даже сказал, что у него есть тайная жена, о которой никто не знал. Когда данные проверили, все оказалось точным. Этот факт шокировал даже самых скептически настроенных сотрудников КГБ. Раскрытие убийств с помощью видения. В 1980 году случился один из самых громких случаев. В маленьком городке произошло зверское убийство, но полиция не могла найти подозреваемого. Тогда обратились к Сафонову. Он взял фотографию жертвы и произнес: «Этот человек умер не сразу. Его душа еще здесь. Он хочет рассказать, кто его убил». После нескольких минут молчания он сказал: «Это не тот человек, кого ищут. Убийца — его двоюродный брат, а не тот, кого задержала полиция». Спустя неделю следствие подтвердило его слова. Человека, которого считали невиновным, арестовали, и он признался в преступлении. Научные исследования и доказательства потустороннего мира. Хотя экстрасенсорные способности считались чем-то мистическим, в 80-х годах в СССР начали проводить эксперименты, подтверждающие, что сознание может существовать отдельно от тела. Один из таких экспериментов проводился в Институте мозга, где ученые фиксировали активность мозга людей в момент клинической смерти.
Выяснилось, что даже после остановки сердца мозг продолжает работать несколько минут, а люди в этот момент ощущают выход из тела и перемещение в другое пространство. Эти свидетельства совпадали с рассказами тех, кто пережил клиническую смерть. Кроме того, ученые Гарвардского университета в 2014 году доказали, что во время умирания мозг выбрасывает большое количество нейрохимических веществ, создавая ощущение света, выхода из тела и даже общения с умершими. Это могло бы объяснить видение, которое люди переживают перед смертью. Но сам Сафонов считал, что дело не только в химии мозга. Он утверждал, что сознание после смерти не исчезает, а переходит в другое измерение. Он рассказывал, что в своих видениях встречался с людьми, которые давно ушли, но продолжали общаться с этим миром. Почему КГБ засекретило эти исследования? Когда стало ясно, что экстрасенсы могут видеть и предсказывать события, КГБ решил не распространять эту информацию. Существование таких способностей могло бы полностью изменить представление о реальности и дать колоссальное преимущество тем, кто владеет этим даром. Сафонов оставил после себя множество записей, но большинство из них так и не увидели свет. Официальная наука продолжает отрицать возможность существования таких феноменов, но факты остаются. А значит, поиски истины еще не закончены. Сафонов был одним из ключевых участников таких опытов. Его приглашали в лаборатории, подключали к приборам, измеряли показатели его мозга, сердцебиения и электрической активности кожи. Ученые хотели понять, можно ли доказать, что человек способен передавать энергию без физического контакта. Первый эксперимент, который изменил все. Первый масштабный эксперимент с участием Сафонова проводился в 1976 году. Ему предложили воздействовать на добровольца, который находился в другой комнате, не имея с ним никакой связи. Сафонов сосредоточился и начал передавать мысленный сигнал «почувствуй тепло». Через несколько секунд человек в соседней комнате сообщил, что ощущает тепло в ладонях и груди, хотя температура в помещении оставалась неизменной. При этом приборы зафиксировали резкий скачок электрической активности его кожи, как будто организм действительно реагировал на внешнее воздействие. Когда эксперимент повторили, но попросили Сафонова мысленно внушить ощущение холода, результат снова совпал. Доброволец начал дрожать, а его температура тела упала на 0,3 градуса. Это было невозможно объяснить с точки зрения традиционной физиологии. Может ли энергия исцелять? После первых успехов ученые решили проверить, может ли биоэнергия Сафонова оказывать терапевтический эффект. Для этого пригласили несколько пациентов с различными хроническими заболеваниями, от мигрени до проблем с суставами. Эксперимент проходил так: Сафонов не прикасался к людям, но мысленно концентрировался на их здоровье. Через 10-15 минут у большинства испытуемых снижались болевые ощущения, а некоторые сообщали о внезапном чувстве облегчения. Это зафиксировали даже приборы, у пациентов нормализовалось давление, замедлялся пульс, уходила нервозность. Самый поразительный случай произошел, когда пациент, который страдал хронической астмой, вдруг смог глубоко вдохнуть без привычного свиста в легких. Врачи были шокированы, но официально объяснить этот феномен отказались. Передача мыслей и влияние на сознание. Один из самых спорных экспериментов проводился в конце 70-х. Группа ученых пыталась выяснить, можно ли мысленно передавать информацию на расстояние. Сафонов и другой экстрасенс были помещены в разные комнаты, между которыми не было ни акустической, ни визуальной связи. Задача состояла в следующем: один человек должен был представить себе определенное изображение: треугольник, круг, звезду, а другой попытаться угадать, что именно было загадано. Результаты потрясли всех. В 7 из 10 случаев второй экстрасенс точно называл правильный символ. Вероятность случайного угадывания была минимальной. Ученые предположили, что мысль действительно может передаваться на расстоянии, но механизм этого процесса оставался загадкой. Смерть — это переход в другое состояние.
Одним из самых мистических направлений исследований стало изучение того, что происходит с биоэнергией человека после смерти. Советские ученые фиксировали биополе умирающих людей и заметили странную закономерность. За несколько минут до смерти энергетическая оболочка человека становилась в разы сильнее. Сафонов утверждал, что это доказательство того, что сознание не исчезает, а просто переходит в другую форму. Он описывал случаи, когда во время экспериментов ощущал присутствие людей, которые уже умерли, но будто бы оставались рядом. Документальные подтверждения. В 2014 году американские ученые из Университета Мичигана провели исследование, которое подтвердило некоторые выводы, к которым приходил Сафонов. Они зафиксировали, что после клинической смерти в мозге наблюдается мощный выброс гамма-волн, который отвечает за сознание. Это означало, что в момент смерти человек не просто отключается, его сознание активируется на новом уровне. Исследование в Гарварде 2020 года также показало, что в последние секунды перед смертью у людей возникают всплески активности в участках мозга, связанных с памятью и эмоциями. Это может объяснять феномен, когда умирающие говорят, что видят всю свою жизнь перед глазами. Почему эти исследования засекретили? Когда стало ясно, что биоэнергия — это не просто выдумка, а реальный феномен, КГБ решило, что эта информация не должна стать достоянием общественности. Эксперименты закрыли, данные засекретили, а многие ученые, работавшие над этими проектами, подписали соглашение о неразглашении. Сафонов рассказывал, что чувствовал давление со стороны властей. Ему не запрещали заниматься исследованиями, но четко дали понять, эта информация не должна попасть в открытый доступ. Выводы, которые сделал сам Сафонов. Биоэнергия — это реальная сила, и ее можно измерить приборами. Человек способен передавать энергию на расстоянии, и это доказано экспериментами. Мысли обладают физическим воздействием, и это меняет представление о работе мозга. Сознание не исчезает после смерти, оно переходит в новую форму существования. Но главный вопрос остается открытым, если все это правда, почему мир до сих пор живет, отрицая эти знания? Может быть, кому-то выгодно, чтобы мы никогда не узнали всю правду.